Наш круизный лайнер пришвартован в самом крупном порту Европы Марселе, провинции Прованс. Это самый старый город Франции. Он на 300 лет старше Парижа. Был открыт в VI веке до нашей эры греческими мореплавателями. Марсель является родиной гимна Франции, поэтому гимн носит название «Марсельеза». В 2013 году Марсель был выбран столицей европейской культуры. Наше знакомство с городом начинается с одной из главных достопримечательностей Марселя – кафедрального собора Ла-Мажор. Он такой величественный и очень красивый. Чтобы проехать весь порт, берет от 15 до 20 минут, но здесь курсирует бесплатный автобус с интервалами 20-30 минут. Но мы решили взять экскурсию, чтобы не терять время. Мы еще не выехали за территорию порта, но уже оказались в музейной зоне. С правой стороны мы проезжаем музей цивилизации Европы и Средиземноморья. Он был открыт в 2013 году. Его соединяет мост с историческим фортом Сен-Жан или Святого Иоанна. Это символический мост между прошлым и настоящим. Монументальная крепость Сен-Жан расположена у входа в старый порт Марселя, куда мы сейчас въезжаем. Проезжаем мэрию города. Это одно из самых старинных сохранившихся зданий этого района. Оно почти не пострадало во время Второй мировой войны, когда практически весь этот район был разрушен. Это здание в форме крепости – аббатство Святого Виктора. Сейчас там находится музей христианского искусства. А это огромное сооружение XVII века – форт Святого Николая. Наша первая остановка – набережная Ла-Корниш президента Джона Кеннеди. Памятник героям армии Востока и дальних земель. Он посвящен колониальным войскам. Во французской армии служили солдаты из Алжира, Туниса и других колоний. Этот памятник тем, кто погиб вдали от родины, выполнен в форме арки, так как Марсель с античных времен называли воротами на восток. Город еще в древние времена торговал со странами Востока. Отсюда виден знаменитый замок Ив, который нам хорошо известен благодаря роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Это, конечно же, вымышленная история про Эдмонда Дантеса. На самом деле это была крепость, построенная по приказу короля Франции Франциска I в середине XVI века для обороны Марселя от атак с моря. А в конце XVI века крепость стала использоваться для изоляции и охраны особо опасных преступников. Именно с тех пор она получила название замка Ив. Он прослужил тюрьмой более 200 лет.
В XIX веке его преобразовали в музей. Замок расположен на острове, отсюда создается впечатление, что он соединен с другим островом, но это зрительный обман. От города до острова 4 километра. Район старого города, а внизу бухта с рыбацкими лодками. С правой стороны набережная, а с левой фешенебельный район Марселя. Здесь самые высокие цены на недвижимость. Вдоль береговой линии мы едем по направлению к главной достопримечательности Марселя – базилики Нотр-Дам-де-ля-Гард. На холме, где расположена базилика, в 1214 году местный священник по имени Пьер построил часовню, посвященную Деве Марии. Сюда стали приходить моряки и рыбаки, которые искали благословения и защиты перед отправлением в путь. Из-за стратегического расположения холма с панорамным видом на Средиземное море в XVI веке король Франции Франциск I дал указание построить форт вокруг часовни для защиты Марселя от возможных вторжений. Но, несмотря на это, паломникам разрешалось приходить сюда молиться. Современная базилика была построена в XIX веке под руководством Анри Жака Эсперандье в римско-византийском стиле. Он должен был сохранить защитные функции крепости, поэтому строение крепости было использовано как пьедестал для базилики. Это самая высокая точка Марселя. 11-метровую статую Девы Марии, хранительницы, видно отовсюду в городе. Строительство базилики финансировали жители города. Считается, что Дева Мария, представленная статуей на вершине колокольни, наблюдает за городом, защищает его жителей и служит маяком для кораблей. Идем по действующему подвесному мосту, заходим в склеп, он вырезан из скалы и выполнен в римском стиле. Мы зашли в верхний храм. Он выполнен в неовизантийском стиле, украшен мозаикой. На отделочные работы внутри базилики ушло 30 лет. Она славится коллекцией благодарственных даров, оставленных за божественное вмешательство Святой Девы Марии Хранительницы. Эти таблички с надписями, медали, картины, макеты кораблей – это все подарки за спасение и излечение от военных, моряков, пожарных и граждан города.
За алтарем установлена серебряная статуя Девы Марии с младенцем. Над ним медальон. На нем изображена лодка, дельфины, маяк и звезда с буквой «М». Это символизирует, что Святая Дева Мария, как путеводная звезда, показывает верный путь мореплавателям. Мы на смотровой площадке базилики. Это самая высокая точка Марселя. Отсюда открывается панорамный вид на город и хорошо виден замок Ив. Это оригинальное строение белого цвета стадиона французского клуба «Олимпик Марсель», самый большой из клубных футбольных стадионов Франции. Его вместимость более 65 тысяч человек. На фоне города выделяется черная высотка. Это самое высокое здание в Марселе. Небоскреб имеет 33 этажа и высоту 147 метров. Рядом пониже красно-бело-синее здание носит красивое название Марсельеза. Его высота 135 метров. В 1864 году базилика была освящена. Статуя Девы Марии покрыта сусальным золотом. Каждые 25 лет его меняют. Реставрационные работы и содержание церкви оплачивают горожане. Мы находимся в старом морском порту. Здесь прям продается свежая рыба. Еще плавала. Кстати, не пахнет, нормально. Действительно свежая. Жандармерия пришли, проверяют документы. Сейчас я помою. Красная какая-то. Ой, она еще живая. Она еще дышит. Шарик же, наверное, что огромная такая. Is it shark? Yes. Как известно, французы любители улиток, и на этом морском рынке можно купить улиток разного вида. Достопримечательность старого порта – зеркальный павильон. Это современное сооружение, представляет собой единый монолитный навес площадью 46 на 22 метра из идеально отполированной нержавеющей стали. Полированная поверхность, как зеркало, отражает все происходящее вокруг. Территорию пристани, морской пейзаж, гуляющих вверх ногами пешеходов. Да, это мы. Мы идем. Ой, вот мы идем вверх ногами. Ха-ха-ха. По потолку пошли. По потолку. Одна из достопримечательностей старого порта –
Это римско-католическая церковь, построенная в 1447 году. Она примечательна тем, что здесь в 1553 году папа Климент VII венчал свою племянницу Екатерину Медичи и Генриха II. По городу можно покататься на таком экскурсионном паровозике, и в его маршрут входит посещение храма. Здание ратуши было построено в стиле барокко в середине XVII века. Сейчас это мэрия города. Здание мэрии с обратной стороны. Трамваи считаются самым экологичным транспортом в Марселе. Гуляя по центру города, в конце улицы мы увидели красивое здание с зеленым куполом. Мы думали, что это какой-то дворец или церковь. Решили подойти поближе. Оказалось, что это здание префектуры. Это очень большое дворцовое здание, построенное в XIX веке. После освобождения Франции в конце Второй мировой войны именно с балкона префектуры французский лидер Шарль де Голль произнес свою речь перед согражданами в 1944 году. В здании, помимо административных офисов, расположены приемная и резиденция префекта и его семьи. У входа в этот сувенирный магазин лежат два огромных куска мыла. Это неспроста. Марсель славится производством особенного мыла. При изготовлении в него добавляется 72% оливкового масла. В этом магазине можно купить мыло разных форм и ароматов. Это красивое здание в XIX веке служило финансовым центром, а сейчас сдается под офисы, а на втором этаже расположен ресторан. Торговый центр. Снаружи он смотрится намного красивее, чем внутри. Проезжаем форт Святого Николая. Он был построен по приказу короля Людовика XIV в середине XVII века. Наша последняя остановка – торговый район Ла Джульетт. Часто экскурсионные маршруты включают в себя посещение фабрик, заводов и магазинов, чтобы поддержать экономику города за счет туризма. На этот раз нашу группу привезли в торговый центр Les Terrasses du Port, и все наши попутчики направились туда. Она заинтересовала здание напротив мола. Перед нами Les Docks Village. Здание было построено по образцу английских доков в XIX веке. Предназначалось для размещения офисов компании, которая управляла доками, отсюда его название.
Другие помещения были предназначены для хранения товаров. Это необычное здание олицетворяет календарный год. Комплекс имеет длину 365 метров, что соответствует количеству дней в году. 4 двора символизируют 4 сезона, 52 двери соответствуют количеству недель в году, а 7 уровней – количеству дней в неделе. Les Docks Village переводится как «деревня доков». Каждый дворик здания имеет свою тематику. Этот называется Port Place, выложен осколками синей керамики, напоминающей море. В 2013 году здание было перестроено в торговый центр. Это прекрасный образцовый вариант переделки старых промышленных и складских помещений для нужд современного города. Сейчас здесь расположено много офисов, магазинов и ресторанов. Второй дворик называется Grand Place, украшен зелеными керамическими панелями, стрекозами, ящерицами. Они символизируют удачу, успех и обновление. Заходим в следующий дворик. Он называется Palm Place. Здесь растут огромные пальмы. Заходим в последний дворик, он называется Рыночная площадь. Торец здания украшает металлическая стена с именами и отрывками из текстов 42 авторов, упоминавших Марсель. Один из них – Цицерон. Театр Джульетты. Это ажурное здание, это здание банка. Комплекс гостиницы и ресторанов. Les Docks. А через дорогу уже порт. Вот виден красный корабль. По всему городу можно увидеть такие столбики. Мы не придавали им значения, пока не увидели такую картину. Подъехала машина, из нее вышел водитель. Что-то сказал в это переговорное устройство в другом столбике. Мы только успели снять конец этого действия. Вот такие шлагбаумы в Марселе. Здание доков с обратной стороны, а в конце этой улицы видны купола кафедрального собора Ла-Мажор. Кафедральный собор Святой Девы Марии – архитектурное чудо. Это не просто место поклонения,
но и исторический памятник с богатым прошлым. Структура, которую мы видим сегодня, на самом деле является кульминацией двух различных фаз. Старого собора в римском стиле, основанного в XII веке, и нового XIX века, который построили по приказу Наполеона III. Огромные размеры нового собора с его высокими куполами и роскошными интерьерами служил мощным символом статуса Марселя, как крупного портового города и ворот Французской империи. На его строительство ушло около 40 лет. Покидаем очаровательный Марсель и возвращаемся в Италию. Завтра мы будем гулять по Генуе.